Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Вы знаете, хот-поты мы пробовали много раз. Но у нас ни разу не было такого, чтобы мы попробовали хот-пот, который предназначен для одного человека. Ну, потому что обычно это супчик, который ты себе заказал, и вот он стоит 40 тысяч, например, прекраснейшая фобошка, вот здесь вот появится ссылочка. А такого, что ты сам себе заказываешь хот-пот, и тебе его приносят, и он при тебе кипит, и это персональный хот-пот. Такого у нас не было еще ни разу. И сегодня как раз это и будет. Тем более, что стоят они здесь как раз по 39 тысяч. Давайте проверять. Как и везде, мы здесь закажем, ну, наверное, 3-4, может быть, больше блюд. Потому что здесь, по большому счету, вот у вас выбор. Есть хот-поты, которые читаю сверху вниз. Лао Хай Сан с морепродуктами, затем с рыбой, затем с грибами, затем с лягушкой, затем вот это длинное название, это куриные вот эти вот лапки. Их, кстати, наверняка тоже закажем. И обязательно возьмем вот этот вот большой, дорогой хот-пот, который с морепродуктами за 250. То есть, ну а здесь возьмем, наверное, грибы, наверное, лягуху, наверное, куриные, не пойми что, лапы. Ну, потому что морепродукты у нас здесь есть, а рыба, ну, рыба тот же морепродукт. Короче говоря, считай всю менюху и закажем. Что ж, вот так вот выглядит та тарелочка, которую приносят тебе. Ну, я бы сказал, это даже очень глубокая миска. Обычно персонал себе это делает, но мы сделаем это сами, потому что, ну, у них обеденный перерыв перед вечерней суровой работой. Давайте запалим и разогреваем. Здесь все сырое. Эх, прощай, мои волосатые руки. Ну, о, пошла. Все, запалилась. Отлично. Из того, что я здесь вижу, обычные сосиски, затем митболы, фрикадельки, так сказать, Morning Glory, ну и немножко обескосченных куриных лап. Это, кстати, хорошо. И бами. Да, и бами вот тоже есть, конечно, Рома прав. Я не уверен, что половинки вот той штуки хватит, чтобы здесь все закипело, тем более, что крышки нет, но посмотрим. Друзья, напоминаю, что ролики сейчас в основном выходят благодаря вашей поддержке. Для поддержки канала есть несколько возможностей. Первое – это, конечно же, просто разовый донат. Огромное вам за это спасибо. А также можно оформить подписку на Boosty или Patreon. Что получаете вы на них? Первое – все ролики там без рекламы и каких-либо интеграций. Второе – это, конечно же, ранний доступ накануне выхода для всех. И третье – упоминание в финальных титрах с благодарностью, а если у вас высокие уровни подписки, с особенным оформлением этой благодарности, чтобы все видели, благодаря кому выходят ролики. Спасибо вам. Ага. О, порядок. Ну вот теперь, надеюсь, закипит, потому что они экономят. Ну да, я понимаю почему, потому что кладут по половинке. И одной половинки, чтобы полностью все закипело, не хватает. А положишь полную одну штуку, оно отсюда языки пламени будут вырываться. Поэтому да, не стесняйтесь попросить дополнительную штуку, чтобы у вас нормально все прокипело. А то часто народ жалуется, во Вьете такая антисанитария. Вот пускай прокипит. И на Жене. А? И на Жене, да. Еще тоже на это жалуются, да. Ну вот, другое дело. Давай. Варить куриная лапа. Подается, естественно, лапша здесь. Вот такие вот мисочки. Ну и давайте накладывать. Что у нас тут накипело? Где нога? Вот она, на нога. Отложили мы с Ромкой по две вот такие вот плошечки, и по большому счету на этом супешник закончился. Впрочем, это нормально, потому что это, опять же, для одного. Давайте пробовать, потому что здесь хоть и написано с курицей, но это куриные лапы, хорошо, что очищенные от костей. Но остальное наполнение, это, знаете ли, просто колбаски. А бульон-то ядрен.
С этим бульоном и эта колбаска даже вроде ничего. Митбол. Ну, это рыбный шарик, короче говоря, обычная тема. А он прикольный. Может быть, где-то даже крабные палочки напоминают. Довольно забавно. Ну и самое главное, куриная лапа. Но в данной куриной лапе интересно то, что ее можно съесть вот прям вот так. Нет, нельзя. Нет, можно. Это был хрящик. Ну да. Костей нет. Я бы ее еще варил. Вы знаете, если так честно, положа руку на сердце сказать, то в этой куриной лапе остался вкус того, чем эта лапа, по которому она ходила, короче говоря. Это неприятный вкус, мне он откровенно не понравился. Ей нужно вариться, вариться и вариться, чтобы вот от этого вкуса избавиться за счет вот этого, наверное, крутого бульона. Давайте его попробуем. А бульон хорош. Лапша с овощами. Вот это вкусно. Вы знаете, имею сказать следующее. Это вкусный бульон. Это очень неплохое наполнение. Но я хочу видеть этот хот-pot без главного его ингредиента. Без вот этих вот лап. Да, они без костей. Но мне не нравится их вкус. Он какой-то землеговнистый, что ли, не к столу, извините, будет сказано. Серьезно. Вот чтобы от этого вкуса избавиться, этой куриной лапе, наверное, придется здесь вариться довольно долго. В остальном, очень хорошая тема. Да. Вот прям очень классный бульон. Лапша в тему. Овощи хорошо. Morning Glory, когда поварились, мягкие, хрустящие. Да, и свежак имеют. Никаких вопросов. Очень неплохо, когда без курочки в курином хот-поте. Роман. Ну, Рома, в отличие от меня, всю плошку не осилил. У него там что-то осталось. Ну, давай. Слушай, бульон мне прям очень понравился. Он мне чем-то напомнил том-ям. Прям такой ядреный, насыщенный, очень крутой вкус. И, может, тебе с куриной лапой не повезло, я ее съел просто за 3 секунды, она мне просто залетела, мне просто была офигенная. У меня осталось. Но самое главное, бульон, я прям вот его заценил. Крутой бульон. К бульону вопросов нет. Это действительно классная штука, которую они здесь придумали, намесили. Это, ну, во-первых, у них здесь, нужно сказать, не принято съедать бульон. То есть, поэтому здесь никаких ложек нет. Здесь ты поварешкой, значит, вот так наливаешь себе и, соответственно, пробуешь все ингредиенты. И потом оставляешь недоеденный бульончик внутри. Другими словами, если с лапой мне не повезло, а Рома вот съел, значит, все нормально, то тогда хорошо. Тогда никаких претензий. Ну, может быть, у меня особо говнистая какая-то курица попалась, там, шлялась где не положено, то в целом это очень даже неплохо. Особенно за такие деньги, и ты наешься. Так. А я поджигал это дело, снимая крышечку. А у них есть такая штука, вот так это выдвигается. Ну, я не очень умный просто. Или вьетнамцы очень хитрые. Ну а следующая тарелка хот-пота у нас с лягушкой. 41 тысяча. Давайте перемешивать, потому что лягуха здесь точно так же сырая. Вот это немножко странно. Обычно в хот-поты везде подается все уже готовое, то есть лишь бы разогрелось. Поэтому не исключено, что здесь ровно так же, как и в предыдущем случае, нам придется попросить дополнительного топлива, чтобы это все-таки прокипело. Вы знаете, не стесняйтесь в этом плане. Они, может быть, готовят как угодно, делают как угодно, но вы не обязаны выполнять то, что вам недостаточно комфортно. Хотите, чтобы прокипело? Попросите. Давай ковыряться. Как видно сразу, лягуха сырая. Ну, это, в общем-то, понятно, да? Видно по консистенции мяса, вот особенно здесь где-то, значит, что действительно лягуха сырая.
Ну, она белеет, когда сваренная. Это понятно видно. Дальше, это, наверное, что-то типа бамбука, корня, да? Лягуха. Ну, здесь хотя бы лягуха. Опять же бами, опять же Morning Glory. А, куда ж без колбасы. И она тоже имеется. Так, ну лягуху мы под низ тогда, пускай она там где-нибудь варится. Овощички. Ну, бульон, очевидно, тот же самый. То есть у них вот выбран бульон, а дальше просто разное наполнение. Ну и хорошо, главное, что бульон-то здесь отличный. А мясо, ну, каждый вот выберет себе сам. Давай, раскидай овощички, пускай они немножко тоже томятся. Вот так. Порядок. Ждем. Пускай бурлит. Ну, смотрите, а здесь вот этой половинки хватило, чтобы закипело. Лягуха под низом, я ее трогать так и не буду. Пускай она булькает там, проваривается. Я сыромятку, как в прошлый раз, не очень хочу есть. Митболы всплыли, естественно. Еще бы вот хорошо, чтобы Morning Glory размягчилась немножко, и тогда будет совсем хорошо. Но они, видимо, памятуя предыдущий, положили здесь больше. А то они то треть кладут, то половинку этого топлива. Здесь, видимо, побольше положили, вот оно и закипело. Сейчас будем пробовать. Ну что ж, а теперь лягуха. Давайте ее попробуем. Да, в тот раз бамию я не попробовал, вот теперь бамии. Так, обязательно еще вот эту бамбуковую непонятную стружку. Немножко Morning Glory. Вот. И лягуха. Самый главный ингредиент этого супчика. Да, и бульон, конечно. Вот так. Второй раз подряд у Ромки получается более красивое блюдо. У него нога такая симпатичная, все дела. Что ж, господа, здесь, слава богу, немножко другое наполнение. По крайней мере, вот этот вот, насколько я понимаю, это корешок бамбука. С этим бульоном кайф. Ромка обычно его не любит. Он говорит, ну, отдает чем-то. Тут я согласен, он отдает чем-то, когда бульон не настолько ядрен. Здесь же это прекрасная, вкусная хрустяшка. Даже после того, как она поварилась, особенным своим вкусом каким-то эта лента не обладает. Но, на мой взгляд, вот с бульончиком, вот так. Ну вот когда большую порцию съел, как говорится, чуть-чуть этот вкус присутствует. Ну да. Тем не менее, бульон уж больно хорош. Так, и у меня есть лапа. Лягушачья лапа. Вот это другое дело. Во-первых, здесь уже куски мяса. Да, это одна полноценная лягуха идет на один хот-пот. То есть два мяса. Вот Ромкина лапа, моя лапа. Соответственно, это здорово и хорошо. Здесь остается вот непонятный какой-то остов, это который, знаете ли, местные любят обгладывать. То есть куснул и сидишь потом в миллионе косточек разбираешься и их выплевываешь. Я на камеру этого делать не буду. Но по большому счету здесь есть, опять же, те же самые митболы. Вот митболы выгодно отличаются здесь, ребят. Такое впечатление, что сверчены из крабовых палочек. Скорее всего, с их добавлением. Ну и отдельно, конечно, нужно упомянуть этот бульончик. Это очень вкусно. Рома где-то прав насчет том-яма. Это не вкус том-яма. Рома прав в том плане, что это очень насыщенная штука. Очень мощная. Давай-ка вот немножко лапши. Иди сюда. Вот так. Даже заваливать заранее ее не надо. Вот так пополоскал. Это очень хорошо. Никаких вопросов. Другими словами,
Мы сейчас попробуем еще 2 хот-пота сверху. Но я уже предварительный вердикт имею сказать. А именно, важно здесь, что вы берете в наполнении. Ну что, впрочем, логично. Курица? Нет, не для меня. Лягуха? Неплохо, но жаль, что всего 2 лапы. Такая лягуха у нас на планете растет. Сейчас попробуем следующий хот-пот с грибами, ну а потом большой с морепродуктами. Короче говоря, эти вещи о том, какое наполнение ты берешь. А в целом огонь. Ром, про лягуху что скажешь? Слушай, вот я хотел сказать, что, во-первых, бульон настолько крутой, что даже то, что здесь добавлено вот это вот бамбук, который вонючий, он не перебивает вкус крутого бульона. Это классно. Правда. А лягуха, если вот приезжаете и ни разу не пробовали и боитесь, вообще не бойтесь. Это та же самая курица, блин, очень крутой, просто куриный, как будто куриное мясо ешь, вот и все. Но я бы охарактеризовал курицу, лягушку. Да я бы охарактеризовал лягуху следующим образом. Особенно ту ее часть, лапа, где прям мышцы, где можно пожевать мясинку. Следующим образом. Это смесь рыбы с курицей. По консистенции это как раз-таки что-то среднее между курицей и рыбой. На вкус это больше курица, по консистенции больше рыба. Ну вот понимаете, как хотите. Ничего ни в коем случае противного в этом нет. Единственное, что могу посоветовать, берите лягуху поздоровее. Там и есть что пожевать, и вот таких вот микрочастей, где, значит, ну, передние вот эти вот лапы, тут практически ничего нет. Здесь маленькая лягушка. А если вы возьмете такую жабку, скажем так, то там будет что покушать и в остальных частях. Это, пожалуй, единственное, вот какой совет мне приходит в голову, дабы дать новичку по относительно поедания лягухи в первый раз. Ну и что же, грибной хот-пот. Я ж бамию не попробовал, я ж ее специально себе сюда положил. А что так мало? А подожди, это один, что ли? А, не, вот еще есть. Рома, ты пробовал бамию? Да. Мне бами очень нравится. И здесь она тоже очень классно и в тему. Ну, впрочем, такая овощичка в тему везде. Грибной. И вы верно подумали, что это хот-пот с морепродуктами, но нет, это хот-пот с грибами. По крайней мере, пока я, кроме вот чуть-чуть, наверное, 3-й пачки эноки, здесь ничего не вижу. Я специально не перемешивал это заранее, именно потому что я хочу дождаться, когда оно закипело, чтобы утопить эту креветку уже, в общем-то, в кипящий бульон. А, нет, эноки здесь еще есть немножко, окей. Кальмара ровно туда же, и это называется с грибами. Подожди, здесь... А вот королевский устриц. Да, это, похоже, он нарезан. Это у нас... Это не пойми что пока. Такого мы еще не встречали. Это, понятно, митбол. А, вот и вешенки подъехали. Ну ладно, грибы имеются, хорошо. Морепродукты пускай где-то минутку побурлят, мы их долго держать там не будем и первыми попробуем. А остальное пускай уже кипит. Так, где у нас креветос? Минутку он побурлил, я уверен, ему этого более чем достаточно. Роман, в этот раз тебе креветку, а мне кальмаров. Ну, Рома у нас же любитель креветок, правильно? Так, найти бы кальмара. Вот он, кальмар. Иди сюда. Ну, кальмар с сосиской мне попался. Хорошо. Так, это грибы. Подожди, а еще-то есть кальмарчик? Да не вот эту непонятную штуку. А, вот. И непонятную штуку, да. Будем считать, что ей тоже достаточно вариться. Окей. Ну, а грибы, что? Грибы пускай еще побулькают. Им-то, как говорится, спешить некуда. Давай. Внутрь. Вот так. Вот вы знаете, господа, первое, что хочется сказать по поводу вот этого грибного, между прочим, хот-пота, это то, что помимо грибов они сюда напихали чего-то дополнительного. Вот я считаю, это все-таки неправильно. Да, конечно же, здорово, и ты, в общем-то, рад, такой человек, как я, тому, что у тебя здесь есть креветка, вот Рома ее кушает, кальмар, сейчас я его съем. Но ты просил грибной. Извольте мне только грибы сюда и положить. Кальмар отличный. Во-первых, мы его не переварили. Во-вторых, он неплохой. В-третьих, он
не супер залежавшийся, конечно же, из заморозки, но кальмар хороший. Так вот я к чему? Но ведь хорошо, я всеядный. Но ведь бывают люди, которые морепродукты не едят. По религиозным или по другим соображениям. Они едят грибы. А сюда, получается, вы навалили и еще креветку. И тогда все, это не подходит. Вот это неправильно. Если написано грибной, должен быть грибной. И ничего, кроме грибов, ну пускай бульон там на чем-то у вас сварен. Но тогда, вообще-то, если религиозная тема, то нужно написать, на чем бульон сварен. Тогда да. А в целом, я считаю, все-таки это небольшой ошибкой. Как считаете, напишите в комментах. Ну и теперь вот эта непонятная штука. Конечно же, это, скорее всего, не гребешок. Но вы представляете, такой пятак бы здесь на халяву еще был. Ну, давайте, ладно, узнаем, что это. Я не знаю до сих пор. Ром, нам надо это разрезать, и ты попробуешь. А второго, да, второго такого нет. Это что-то типа митбола. Но сейчас мы отковыряем. Это митбол сливочный, как будто бы с сыром. Короче говоря, это что-то непонятное. Сейчас давай мы это сделаем так. Вот. Вот я свою откушенную часть. Все, Ром, держи. Попробуй эту хреновину. Это вкусная штука, надо отметить. Очень даже неплохая. Она интересная. Ну, это сырное что-то. Я знаю, что это. Да, и что? Это тофу. Тофу, только необычный тофу. Ну, сваренный тофу. Вот. А почему он сырный? Может, с какой-то добавкой, но это тофу. Ну, то есть, Рома, вот как любитель тофу, он заявляет, что это тофу, но необычный, с какой-то добавкой, да? Да? Да. У меня было такое подозрение, но, знаете ли, Роме, как говорится, в данном случае виднее. А теперь грибы. И давай, Ром, грибочков вам. Вот, здесь и устричные, и вешенки. Так, где тут у нас еще что? Вот и ног. О, вот это порядок. Вот это как положено. Слушайте, ну так-то вот на поверку смотришь, грибов-то немало, да. Зачем сюда еще при этом кидать, значит, морепродукты? Вот это мне не очень ясно. Ну, потому что вот опять же эти митболики дурные. Ну, овощи, ладно, это все в порядке. А зачем колбаса здесь? Еще что-то. Это непонятно. Ну да, все взяли. Окей. Ну и быстренько заценим то, как это должно быть. Грибной хот-pot, соответственно, исключительно грибы. Вот это и правда здорово. Здесь ты выбираешь, какая тебе грибинка больше нравится. Здесь 3 вида грибов, насколько я разобрал. Может быть, шиитаке чуть-чуть не хватает. Королевский устричный. Отлично. Мясной, мощный, хороший гриб. Вешенка. Нежный и тоненький, при этом хрустящий. Иноки. Супер тонкие хрустяшки. На мой взгляд, вот это лучший хот-pot, который на данный момент я попробовал. Вот если бы без вот этих всех креветок и прочего. Зачем это сюда добавили, для меня непонятно. Тем более все, одна креветка и малюсенький вот этот кусочек кальмара. Я, честно говоря, не очень понял, зачем это. У вас есть шикарный набор грибов, которых здесь довольно много. Бамия овощи, хорошо, в тему. Королевский устричный, мясной. Вот да, ему повариться. Отлично. Что ни говори. Вот мы уже 2 попробовали, это 3-й. И вот это, я считаю, лучшее, что здесь сейчас мы попробовали. Ну да, лягуха, там немножко мяса. Ну да, изначальная курица, ну мне неудачный кусок попался, и ладно, но их там всего 2 эти лапки, или может там и 3 было, но я, честно говоря, следующую даже не хотел бы пробовать. А вот грибной просто идеально. Просто классно и здорово. Грибов много, грибов хорошо. Уберите отсюда эти митболы,
уберите отсюда сосиску, креветку и другие морепродукты и положите еще чуть больше грибов. Все, больше тогда ничего здесь не требуется. Ну, Роман, по поводу грибного. Я грибами прям насладился, мне очень понравилось. И самое главное, что бульон насытился вкусом грибов. Это круто. Это верно, это верно. Другими словами, мы пробуем бульон хоть уже и в третий раз, один и тот же бульон, но тем не менее, здесь он немножко другой, потому что грибов немало. А следовательно, ну, пока что это был лучший вариант. Ну а теперь что же, давайте разгуляемся на самый дорогой. А где у нас меню? Меню, я помню, у нас улетело куда-то, да? Теперь закажем вот этот вот из топа Лау Хайсан, что переводится как хот-pot с морепродуктами за 250 тысяч. Когда мы его хотели заказать, но нас еще так посмотрели, вы типа вдвоем, и вы уже вот это все. Мы такие, ну да, а что делать? С собой заберем. Итак, Лау Хайсан за 250 тысяч. Так, подожди, я кроме, ну вот, 2 креветки вижу. То есть это смесь всего получается? Там еще и ноги в беконе. Вот именно. И ноги в беконе, лапы куриные. Почему это называется морепродуктовый? Это все вместе, один. Ну так бы и назвали, что это все вместе. Причем здесь морепродукты? О, Господи. Ну и вот, господа, принесли нам этот огромный хот-pot. Ну да, кастрюлька действительно не маленькая. И мы такие думаем, ну ладно, пускай закипит, там откроем. Рома все-таки, ну давай подсъемочки сделаем, откроем заранее. Ну хорошо, открыли. И что ж мы здесь обнаружили? Здесь грибы и ноги в беконе. Хорошо, вопросов нет. Здесь колбаски. Здесь 2 креветки. Я перечисляю то, что я с поверхности вижу. Здесь те же самые митболы, здесь тот же самый тофу, здесь куриные лапы. Плюс, конечно же, нам принесли еще дополнительные грибы и ноги, вешенки, затем устричный королевский гриб и прочие овощи бами и Morning Glory. Ну, сюда же их мы сейчас и закинем. Только у меня, ребят, вопрос. А почему это у вас называется Лау Хайсан? С морепродуктами. Здесь, кроме морепродуктов, навалено вообще всего. Возвращаясь к предыдущему хот-поту, где он грибной, и я бы не хотел там видеть морепродуктов. Другими словами, вот этот конкретный хот-пот – это просто все, что у вас есть. И я не против того, что вы сюда загрузите все, что у вас есть. Давай-ка я пока креветки вот на поверхность вытащу, чтобы они не переваривались. Мы хотя бы их спасем. Давай я даже их отложу вот на тарелочку. Мы их в конце кинем. Все-таки хочется съесть их, знаете ли, в нормальном виде, пока они не переварились. Остальному-то грибам, например, вы же знаете. А, вот еще одна есть, 4. А, и еще кальмар, осьминог. Нет, да, это кальмар. Вы же знаете, что морепродуктам держаться, вариться нужно намного меньше. Это каракатица, Ром. Ну ты посмотри, это же красота, это же классно, ребята. Каракатка, креветки, вон кальмаровые щупалки, что еще нужно? То есть морепродукты-то и правда есть. Во, еще каракатица. Тельца и с кальмаром. Тут немало морепродуктов-то, другими словами. Вообще нормально все. А зачем тогда все остальное? Ну, морепродукты мы кинем, когда все подварится остальное. О, и еще кальмар. Вот как вот это у них в голове сочетается? Вот эти вот лапы и вот эти вот прекраснейшие морепродукты. Но я не очень это понимаю. А это что такое? А что это такое? А, это еще и рыба здесь. Это хвост рыбы. Смотри, здесь еще тело рыбы, походу. А, еще кальмар. Или, да, это каракатка. А это голова. Подожди, это осетр, что ли? По клюву... Нет, вряд ли это осетр, это скорее всего... Нет, ну в таком размесе не пойму, что за рыбинка. Так, ну вроде все. Остальное грибы, курица и прочее наполнение. Тот,
Кто придумал это блюдо? Он о чем думал-то вообще? Серьезно? Человек, ты, который сделал это, ты о чем думаешь? Еще и написали так. Ладно, ждем, пускай сварится, пробуем, потом кидаем морепродукты и пробуем отдельные, конечно же, морепродукты. Слава богу, мы вовремя подсуетились и все это вынули. Ну, морепродуктов вот такое количество на вот огромный вот этот вот хот-pot. Вот, ребят, серьезно, мы сейчас ждем, когда это все закипит и начнем пробовать и все прочее. И мне вот интересно, конкретно ваше мнение. Это не байт на комменты, еще чего-то, конкретно хочется узнать. А вот вы бы что почувствовали, когда вам вот все в одном хот-поте навалили? Ну серьезно, это ведь разное время готовки. Это ведь разные абсолютно вкусы. Ну, лапши у нас еще, кстати, дополнительную тарелку огромную принесли. Но это понятно, отдельное блюдо, дополнительная лапша и так далее. Все как положено. Но разве так делается? Ну, у меня совершенно, знаете, как-то не укладывается в голове то, что они сейчас сделали. Зачем, что? Ну вот ваше мнение. Вы пришли такие, значит, неизвестный ресторан, неизвестно что. Написано хот-пот с морепродуктами, большой, за 250. Это обычная, можно даже сказать, низкая цена для хот-пота, потому что здесь 300 и выше такие полноценные стоят. И морепродукты нормальные. А это зачем все? Ну, короче говоря, вот ваше мнение. А то меня бомбит. Капец. Ну вот у нас всякая курица, грибы и прочее в морепродуктовом хот-поте закипело. Я так раздвину серединку. Давайте наконец-таки сюда и морепродукты закинем. Пускай минутку покипят. И будем их-то и пробовать. Самое это главное. Ну вот, я считаю, что достаточно это все набурлилось. Давайте попробуем теперь все эти морепродукты обратно на тарелочку выложить. Они, конечно, съежились, скукожились, стали значительно меньше в объеме. Так, бульон обратно. Где тут что? Не упустить бы, а вот креветка. Кальмар. Вот еще кальмарчик. Выглядит как гребешок. Ладно, попробуем. Вдруг действительно гребешок. Хотя вряд ли, это, скорее всего, митбол. Ну, может быть, где-то что-то упустил. Ну ладно, пускай уж остается бурлить дальше. А вот это сейчас будем пробовать. Ну давайте. Каракатку, креветку Роме. Так, щупалки. Есть. Ну и мне то же самое. Креветку я еще не пробовал. Посмотрим и каракатку. Слушай, а можешь мне еще бульона чуть-чуть положить? Я хочу... Не вопрос. Пододвинь ложку. Давай и бульончику. А грибов? Нет. А что-то... А, там еще, подожди, еще рыба была. Надо же еще рыбу попробовать, точно. Сейчас, где-то рыба. Где-то рыба. Рыба ты где? Вот, я нашел голову. Но рыба не богата, да, это голова ставриды. И где-то был хвостик, Ром, давай вот я тебе попытаюсь сейчас хвост найти. Курица, это ладно. О, нашел. И хвост. Вот он. Что ж, давайте попробуем теперь и морепродукты. В данном случае это рыба, которой не богата. Но здесь в голове вроде как есть... О! Кусок мяса. Ну и да, я не любитель выедать глаза. А больше мяса здесь особенно и нет. Это обычная ставридка. Ни о каком осетре, как я сначала сказал, было подумал, из-за длинной морды речи не идет. Ставридка и ставридка. Ничего особливого. Теперь креветка.
Чистится прекрасно. Скорее всего, она хоть и была заморожена, но, видимо, не очень долго, и она не перемороженная какая-то. А, у нас же соус есть. Это, скорее всего, лаймовый острый, поэтому я так нещадно креветку искупаю. И порядок. Это хороший соус. Это соус из зеленых чили-перцев. Может быть со сгущенкой, может быть с сахаром. Это в зависимости от места, где готовят, но он мне нравится. Да. В блюде с креветками 4 креветки, 4 каракатицы. А все остальное, ребята, это другое наполнение. Ну ладно, сейчас еще каракатицу попробовать быстренько. Да, у нее вынуть вот так хитин. Ну и опять же я с этим вкусным соусом. Каракатица свежая. Отличная. Мы правильно сделали, что в конце кинули морепродукты. Это уже приходит с опытом, потому что пришел сюда неопытный турист, который первый раз вообще в такой стране, и ему так подали. Он все это варит, дожидается, когда закипит, а морепродукты при этом будут уже передержанные. На мой взгляд, здесь очень большая ошибка шефа, конечно же, если он вообще тут есть, потому что такое впечатление, что они вообще не запаривались по поводу соседства, вкусов вот в этом хот-поте. Если предыдущие, ну ладно, еще, но грибной меня тоже поразил, потому что зачем там креветка, непонятно. Здесь все здорово. Все здорово по поводу свежести морепродуктов. Никаких проблем. Это свежайшие креветки, отличные. Если они из заморозки, то были не больше, чем там, знаете, просто во льду полежали. Самое главное, это очень вкусный бульон и набор трав. Но, ребята, разделяйте, конечно же, хот-поты свои. Если у вас написано лягуха, пусть там будет только лягуха. Написано рыба, пусть будет рыба. Ну, я просто читаю, что у них здесь. Если написано морепродукты, а какого черта там делает лягуха, грибы, и курица и прочее? Ну, вот это немножко странно. Но давайте финал. По большому счету, все, что я хотел уже конкретно про это место сказать, я уже сказал в предыдущем слове. Но здесь хочется добавить следующее. У вас отличная тема. Пришел, недорого заплатил, не дешевле, чем за супчик, но съел замечательный, шикарный супчик. Ну, разделяйте, да, про это я уже все сказал. Из ложек дегтя у них совершенно отвратительный туалет. Если видите, WC на заднем плане написано, другими словами, его практически нет. Я когда туда зашел, лучше бы я не заходил, короче говоря, честно говоря, это все. То есть это дно днищенское, туда вообще не ногой, короче. Вот это плохо. Честно говоря, на мой взгляд, в заведении туалетная комната должна выглядеть, ну, знаете, прилично, хорошо. Это азиатский какой-то трэш, который, я не знаю, я первый раз такой здесь встречаю, им нужно это поправить. В целом, местечко хорошее. Жаль, что они работают с 5 вечера. Ну, потому что вот такого плана супчики, это очень здорово. Днем недорого заскочил, перекусил. Именно что взбодрился. На жаре горячее блюдо очень хорошо съесть, потому что ты начинаешь потеть, и, соответственно, тебя обдувает ветерок здешний, и ты так охлаждаешься, и тебе комфортно. Ну, то есть, странно, почему они работают только вечером. Народ, кстати, приходит и пользуется это место популярностью. Ну, потому что, во-первых, недорого, во-вторых, быстренько заскочил, один человек съел. Здесь вот зашла компания из 6 человек, они любезно нам позволили себя поснимать. Так что, да, местечко неплохое. Но претензия как раз-таки к кухне. Ну, об этом я уже говорил выше. Ну, а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока. Вы знаете, такое не часто бывает, но здесь проходил человек, а у нас оставался целый хот-пот. И, ну, это бедные люди. Соответственно, мы решили, что ему это будет нужнее в данный момент. Я считаю, что это правильно. Малышка бегает вокруг Ромы, маленькая девочка. Ей скучно, родители сидят там, а она такая бегает и в камеру заглянет. И к Ромке это самое, а что ты тут делаешь? Такая милая. Ром, поснимай. Убежал.
Застеснялась, конечно, застеснялась. Такая милая. Молодец.